Дорогие друзья, обязательно приготовьте вот такие квашеные овощи ассорти. Это самый простой рецепт, и овощи получаются необыкновенно вкусные. Я просто сама в шоке. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю квашеные овощи, готовлю ассорти, и это отличный рецепт для того, чтобы использовать остатки урожая. Я буду готовить два разных вида. Одну банку сделаю со свеклой, другую без свеклы. Свеклу пока уберу. И буду использовать, такие, знаете, вот все, что осталось. Пару морковок у меня вот здесь небольшие, такие болгарские перчики. Вот такой лук небольшой, шалот, и помидоры. Я взяла все, что у меня в теплице было вот такое недозрелое, обрезала все не очень красивые кусочки. Зеленые помидоры взяла, те, которые с ветки упали. И вот огурчики тоже взяла, вот такие, которые висели уже последние. Все пойдет в дело. Кроме этих овощей я купила цветную капусту и капусту брокколи. Но можете взять любую капусту, которая у вас есть. Понадобится также острый перец, немножко зелени. Я взяла вот здесь у меня укроп и петрушка. И различные специи. Чеснок, лавровый лист, смесь перца, душистый перец, горчичные семена. Все, что вам нравится и что у вас есть. Еще, друзья, я взяла сельдерей, и самое первое, что сделала, это сварила рассол. Я вскипятила 2 литра воды, не знаю, сколько мне понадобится, но если вы смотрите мои видео регулярно, вы знаете, что рассол я варю всегда стандартно. 2 столовые ложки соли, неполные, такие, без большой горки, на 1 литр воды. Если я беру помидоры, я добавляю 2 столовые ложки сахара или... ну, по вкусу, скажем так. Вот здесь у меня 2 литра воды, 4 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Этот рассол должен полностью остыть. Квасить овощи я буду вот в такой вот баночке. Если открою, вот с таким широким горлом, нам понадобится груз. И вот такая стеклянная баночка у меня есть. Вот сюда тоже положу различные овощи. Сначала нужно положить зелень. Так. Кладите любую зелень, какую хотите. Если есть листья хрена, то будет просто отлично. У меня их нет уже, поэтому вот то, что есть. Зелень у меня, понятно, да, что все помыто уже. Я сейчас порежу капусту. Ну и к вам вернусь тогда. Не буду вас держать, чтобы вы смотрели, как я режу капусту. Хотя, если кому-то интересно, цветную капусту нужно просто разобрать на соцветия. Кое-кто уже с пола кусочек подбирает там. Вот. Вот так. Кусочки делайте такие, какие хотите. Я буду делать, знаете, так, чтобы было удобно есть такие кусочки. Знаете, чтобы взял вот кусочек и съел. Как бы на одну порцию. Не на один укус, а на одну порцию. Ну, в общем, как получится. Конечно, вот прям сильно тоже мельчить не буду. Еще так не порежешь хорошо. Вот. И также на соцветия разберу и капусту брокколи. Вот видите, да, такими кусочками. Также разберу, вот видите, брокколи тоже порежу на кусочки. Стебли я как бы не оставляю сильно длинными. Вот так вот. Еще раз повторюсь, если есть простая белая капуста, то ее, конечно, тоже используйте. Здесь тоже хвостики все вот эти ненужные обрезайте, чтобы они просто не занимали место у вас в банке. Вот и все. Так, капуста готова. Все остальные овощи режьте тоже удобными для вас кусочками. И к тому же, вот как хотите, ножом, вот таким фигурным ножом. В общем, как вам нравится, друзья. Все это я сложу вместе и потом буду перекладывать в банку. Кто-то закрыл двери, и Аби прямо вся из себя выходит.
Вот эти, наверное, порежу небольшими кусочками вот такими. Огурцы я резать не буду, только буду отрезать вот эти вот хвостики. Вот так. Ну, это я буду делать по ходу событий, скажем так. Если огурцы у вас очень мелкие, то целиком оставьте. Если очень крупные, то можете разрезать на такие, знаете, небольшие кусочки. Кстати, вот я смотрю, у меня тут большие огурчики, можно порезать их и пополам даже. Ну, посмотрим сейчас по ходу событий. Не знаю, сколько у меня поместится, девочки, в банке. Вот, помидорчики можно целиком складывать в этот самую посуду. Можно порезать тоже на кусочки. Ну вот, друзья, осталось только собрать всю баночку, все овощи вместе. Укладываю капусту в самый низ, поскольку она обычно квасится дольше всех. Все вот такие некрасивые места все обрезала. Перекладывайте брокколи, огурчики укладывайте в произвольном порядке. Как хотите, так и кладите. Несколько. Помидоры порезала небольшими кусочками, друзья. Вот так, тут у меня еще есть луковицы. Укладывайте все плотненько так. Так, болгарский перец тоже можно порезать. Такие кусочки. Чеснок не забываем. Кстати, вы знаете, наверное, я простую капусту тоже порежу. Острый перчик не забываем. Мы любим поострее, я положу побольше. Положу все как есть. Помидоры кладу сверху. Так, все, больше не буду укладывать, потому что у меня здесь очень такое, знаете, интересное горлышко. Вот. Прижму слегка, потому что все будет плотно утрамбовываться. Все пустые места заполняйте овощами. Вот так, прижимайте слегка. Так. Морковка есть, можно побольше положить. Эта баночка у меня чуть поменьше, поэтому можно сверху положить вот так, наверное, еще. Ну, вот так. Так. Теперь можно сверху насыпать, друзья. Можно, не знаю, как хотите, можно пересыпать, когда укладываете овощи этими специями. Кладите любые, какие хотите. У меня тут смесь перца, душистый перец. Вот семена горчицы тоже пусть будут. Вот такие дела. Парочку вот таких вот еще. Наверное, может еще чесночка. Сверху еще можно зеленью прикрыть. Теперь вторую баночку сложу. К этому времени у меня хорошо остынет рассол. Точно так же все укладываю. Кстати, вот сюда всего лишь, по-моему, один лаврошечку бросила. Вся эта смесь, знаете, все приправы, они все равно еще осыпятся вниз, поэтому
Ну, знаете как, не переживайте. Давайте вот сюда вниз насыпем. Вот так. Здесь у меня еще немножко гвоздички. Тоже. Сколько упало, столько упало. Так, сюда еще положу, девочки, этот свеклу. Огурчики. Слушайте, что-то у меня красные огурцы. Все, друзья, утрамбовала все. Остался вот только один помидорчик и огурец и небольшая свеколка. Все остальное уместила. Так, вот чуть-чуть была капуста оставалась. Пришлось ее вот сюда вот впихнуть. Ну, я здесь не очень плотно укладывала, поэтому вот здесь поплотнее уложила все. Кстати, мне вот хочется еще чуть-чуть вот так присыпать сверху. Просится у меня и семена горчицы. Так, все. Осталось только залить рассолом и сверху прижать каким-нибудь грузом. Так, вот и все, друзья. Заливаю рассолом холодным. Сюда у меня ровно 2 литра ушло. Сейчас сварю еще. Тоже остаточки. Все. Сейчас сварю еще и долью вот в эту баночку. Ну и самый последний штрих, друзья. Наливаю примерно 1 столовую ложечку алкоголя. Для того, чтобы огурчики хрустели. Для тех, кто думает, что алкоголь убьет все там молочные бактерии, которые нужны для квашения, предупреждаю, что нет. В таком количестве ничего не случится, все будет отлично. Я точно так же делаю, когда готовлю малосольные огурцы. Они получаются отлично. Сверху прикрываю вот такой крышечкой, так, чтобы ну, плотно, да, она входила вот сюда. Кстати, обратите внимание, что воду налила не прям по самое горлышко, вот, а чуть-чуть так, чтобы, ну, знаете, было место, чтобы овощи утонули. Еще возможно, что рассола будет чуть больше, потому что овощи дадут немножко сока своего. Вот так прижму грузом, бутылкой и оставлю в теплом месте. У меня это будет кухня на 3-4-5 дней, в зависимости от температуры. Друзья, как капусту, когда вы квасите, вот точно так же. Смотрите, пробуйте на вкус, и через примерно 5 дней нужно будет перенести эти овощи в холодильник. Вот здесь у меня еще не готово, потому что остывает рассол. Сделаю все точно так же. Добавлю чуть-чуть алкоголя при вас, ну, примерно 1 столовую ложечку. Вот. И долью холодным рассолом. Крышечка уже здесь. Вот сверху прижму баночкой. Все дела. По ходу событий буду вам немножечко показывать, может быть, даже по дням, если будут какие-то прямо видимые изменения. Все, друзья, всем пока. Доброе утро, друзья. Хочу вам показать первый день. Вчера вечером сделала, вот сегодня вот так все это выглядит. Видите, здесь я вчера вечером вот сюда налила воду, да, и ну, вот видите, немножечко пузырьки появляются. Здесь даже вылился рассол, но банка была полная просто, да, и хорошенечко прижимала. Вот смотрите, насколько, да, ужались все продукты. Все равно банка полная, как видите, поэтому пока рассол доливать не буду. Пусть вот как есть, так и есть. Я просто поставила чуть меньше груз, бутылку не полную поставила, чтобы просто все овощи находились под водой, под рассолом. Ну вот так, пока не видно никаких этих признаков брожения, квашения. Ну, будем ждать. Всего лишь прошла 1 ночь. Дорогие друзья, пожалуйста, все сосредоточьтесь
И внимательно меня послушайте. Очень вам советую приготовить вот такие овощи. Если вы еще не готовили овощи ассорти квашеные, обязательно приготовьте вот по этому рецепту. Просто бомба! Это ну такая вкуснятина, вы даже не можете себе представить. Просто суперские. Я попробовала, я вот еще сегодня оставлю, как бы дойти до ума, да? Но это настолько вкусно, вы просто даже представить не можете. Пожалуйста, прислушайтесь ко мне, поверьте мне на слово, приготовьте вот такие квашеные овощи. Вот здесь у меня овощи со свеклой. Ой, тоже обалденные. Ну, настолько вкусно. Тут немножко помидор придавила. Вот. Я уже морковочку здесь поклевала. Это просто обалденно. Девчата, обалденный рецепт. Вот я теперь всегда буду делать только так. Ну это что-то. Я забыла вам сказать, друзья, у меня сегодня третий день. В четверг я поставила овощи, пятница, суббота, сегодня воскресенье. Я думаю, что еще сегодня я оставлю их на кухне. Вечером закрою крышечками и поставлю в холодильник. Слушайте, ну это что-то. Хочу показать вам поближе. Овощи просто дышат. Вот пузыречки поднимаются постоянно. И здесь в банке тоже, посмотрите, везде пузыри. В общем, ферментация идет. Процесс продолжается. Ну, короче, девчата, это что-то. Очень-очень вкусно. Кстати, друзья, пусть вас не смущает запах. Первые 2 дня, конечно, пахло, ну, скажем так, не очень аппетитно. Но сейчас и запах изменился, и вообще